Всем привет! Оно началось, товарищи. Теперь уже официально российские предприятия, которые выпускают легковые автомобили, начали сокращать производство. Речь идет об УАЗе, АвтоВАЗе и Москвиче. Я удивлен, но сокращают и производство Газелей и Соболей. Хотя грузовики у нас по продажам не просели. Тем более те самые Газели и Газоны – это самое дешевое и надежное, что сейчас есть на нашем рынке. У решения сокращать темпы производства есть три главные причины. Причина первая – склады уже завалены машинами. Осенью прошлого года с такой проблемой столкнулись сначала продавцы китайских легковушек. Они получили новые партии из заводов в России или напрямую из Китая, но не успевали продавать. Затем появились новости, что то же самое сейчас переживает даже АвтоВАЗ. Да, у нашего горячо любимого и глубоко уважаемого Волжского автозавода точно такие же проблемы. Пока конкретно с Вестами. Да, у дилеров скопились двухмесячные запасы седанов и универсалов, которые они пока никак не могут продать. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что связано это с резким подорожанием рестайлинговой Весты на фоне дорестайлинговой. Напомню, сегодня ценник на новые Весты, у которых даже вариатора нет, растянулись с отметки в 1,2 миллиона до отметки в 2,2 миллиона. А некоторые автосалоны пытаются продавать флагман Лады за совсем астрономические 2,5 миллиона рублей. Откуда у целевой аудитории АвтоВАЗа такие деньги? А если эти деньги у них есть, то зачем им АвтоВАЗ? Причина номер 2 – непомерный рост цен. Первая и вторая причины взаимосвязаны, но тем не менее. Только за прошлый год средняя стоимость нового автомобиля в России выросла на 24% до 3 миллионов рублей. В отдельные месяцы этот показатель поднимался даже до 3,5 миллионов, но видимо потом упал на фоне скидок, которые многие дилеры уже начали вводить. Так или иначе, практически 3 миллиона рублей за компактный кроссовер или седан просто для езды по городу – это издевательство. И неподъемно для очень многих россиян, которым остается только брать гранту или что-то живое выискивать на вторичном рынке. Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ – это зайти на autospot.ru. Ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на Автоспот, ссылка в описании. Причина номер 3 сокращения производства – это недоступные автокредиты из-за повышения ключевой ставки. Еще в октябре Центральный банк поднял ключевую ставку в 13% до 15%. Разумеется, это не могло не отразиться на кредитах, как на потребительских, так и на автомобильных. Пока спада в их выдаче я не заметил, но в нынешнем году количество выданных кредитов может упасть, так как их попросту будут меньше одобрять. Или потенциальные покупатели откажутся брать средства по 29% годовых с платежом в десятки тысяч рублей. Это звучит абсурдно, но теперь официальный дилер предлагает те же условия, которые несколько лет назад пытались навязать так называемые серые дилеры. Все же помнят эти истории, когда приезжаешь из области за Renault Logan по уникальной низкой цене, а тебе его продают по цене в плюс 30% к прайсу, так еще и в кредит под 30% годовых. Теперь почти то же самое наблюдается в самых честных и официальных салонах. Интересно, что же сейчас творится у тех же самых серых дилеров? Что будет дальше? Во-первых, условному Москвичу, Автотору и другим заводам придется серьезно пересмотреть свои планы на текущий год. Они же почти все хотели собирать чуть ли не в 2 раза больше машин, чем в прошлом году. Во-вторых, не исключаю, что многие китайские марки исчезнут с российского рынка так же быстро, как и пришли, попросту не найдя своего покупателя. Жаль лишь тех автолюбителей, кто осмелился купить автомобили этих брендов. Их же потом еще обслуживать как-то надо. В-третьих, ждем еще больших скидок.
Наверное, для рядового россиянина это самая приятная новость. У меня нет времени каждый день слоняться по автосалонам и сверять ценники, но уже есть сообщения, что на некоторые модели скидки достигли 1 000 000 рублей. Кстати, очень интересно, что будет делать АвтоВАЗ, который уже жить не может без регулярного повышения цен каждый квартал. Неужели удержатся? Или снова пойдут на повышение, но будут пробивать и новое повышение утиля, чтобы китайским конкурентам жизнь медом не казалась. А как считаете вы, что нас ждет впереди? Пишите в комментариях.